Итак, углы. Часто мне почему-то несколько человек в комментариях писало, почему ты не работаешь вот такими угловыми шпателями. Ну, мне не нравится, они делают шляпу полную. Вот это кнауфовский шпатель, не знаю, еще говорят, есть Коршун, там Корчугунов, или как его фамилия придумал, тоже угловой шпатель, я им не пробовал, может он и лучше. А вот, допустим, Кнауф, да, шпаклюет, он отводит углы, но он угол делает полукруглым. Вообще никак, без вариантов. Я уже пробовал и сильно давить, и как под разными углами. Все равно угол он делает круглый. Ну, для мне это не нравится, поэтому я и не работаю, в принципе, вот такими угловыми шпателями. По мне гораздо проще, ровнее и быстрее получается обычным нашим классическим способом. Только единственное, не 45-кой буду отводить, я 45-кой нанесу шпаклевку, а уже метровым буду снимать. Почему не валиком, а шпателем? Ну, валиком, потому что мне не нужно залазить на этот угол, потому что я его до этого уже сделал. Точно так же отвел. Поэтому сейчас противоположный угол. То, что кто-то там говорит, там дырочки не прошпаклевываются, да все прекрасно прошпаклевывается. Не знаю, надо, наверное, просто шпаклевать уметь. Хорошо подзабиваем туда с избытком шпаклевку в угол. Вот, и такой шпателек No Name, Made in Leroy, даже не знаю название. Кстати, кто говорит, что леруашные там не брать, все кривые, косые, да, они все кривые, косые, но, допустим, как я выбираю, пришел в магазин, там штук 20 стоит их или больше, и выбираешь, один из них какой-нибудь ровный да найдешь. Я же как-то нашел ровные, так что, ну, конечно, там если висит 3 кривулины, то, понятное дело, там ничего выбрать особенно у вас не получится. Зашли раз, посмотрели, там, ну, нету ровного, ушли, в следующий раз найдете. Как бы такие дешевые шпателя, тоже считаю, что они нужны, они должны быть, чтобы жалко, как бы фирменные дорогие шпателя, иногда на некоторые виды работ жалко. А эти, по-моему, стоят 2500, хоть 10 штук их купи и работай спокойно, убивай. Ой, блядь, уебал. Не видно, надеюсь, не видно, ладно. Все, дальше все по стандарту, все, в уголок четко его вставляем и снимаем лишку. В принципе, по проводам, если что-то торчит со стенок, я когда большими шпателями работаю, я их просто обхожу. Потом гораздо проще, уже когда вы поднялись сюда, это все доработать вот такими вот шпательками маленькими. Потому что большим, вы видели, здесь метровым, 1,5 метровым работал. Не очень это, конечно, здесь удобно. А этим шпателем уже аккуратненько вокруг всех проводов можно отработать. По примыканиям я уже объяснял, что у меня здесь плинтуса не будет, поэтому мне нужно делать четкое примыкание. Будет стенка подходить к потолку. Примыкание это нужно сделать идеально. Поэтому все точно так же. Наношу шпаклевку 45-м крафтулом. Потолок, кстати, он только зашпаклеван, на финиш он не шлифован. Все шлифоваться будет потом все вместе сразу. Сначала вот подготовка идет, все, когда на финиш зашпаклюю, все вместе сразу буду чистить. Вот, а теперь метровым аккуратненько все это снимаю, формируя примыкание. Если у меня где-то полосочки, то есть полосит шпаклевка, я не стараюсь сразу это все прям в идеал там вышпаклевать, просто не трачу время. Это все потом шлифанется и уже финишем все это зашпаклюется еще на 2 слоя потом. Это, напоминаю, первый только базовый слой. Про шпаклевку, наверное, я забыл вам рассказать. Это Vitonit LR+. Вот для базовых слоев, для первого слоя мне вот нравится то, что надо. Фракция крупная,
Усадка меньше, чем у суперфиниша. Ну и спокойно до 5 миллиметров ей можно работать, выравнивать что-то. Ну, за счет, конечно, того, что крупная фракция. Многим не нравится, например, ее шлифовать, потому что она сыпется, реально обсыпается. Какой бы наждачкой, какой бы фракцией вы ни работали, она все равно сыпется. Вот и ее единственная проблема. Но, однако, я все равно ей работаю. Мне нравится то, что она долго не сохнет, не пересыхает. В принципе, аккуратненько наносится. Вот, примыкание таким образом делаем. И точно так же на финишах я все то же самое делаю. Единственное, на супер финише я уже поменьше шпатель буду использовать, просто на сдир все это пройти. Итак, первый слой базовый вот сделан. Вот на просвет, вот, конечно, остаются какие-то тут бороздочки, какие-то царапинки небольшие, конечно, но это все подшлифуется и уже под суперфиниш будет готово. Цель была просто закрыть какие-то небольшие неровности, там до 1 миллиметра, даже может и меньше. И плюс от штукатурки, потому что она особо не заглажена была, не заглинцована, всякие кратеры, царапины, ну, на самом материале. Острой частью, если мы ставим, вот такое здесь получается после базовой шпаклевки, после первого слоя. Здесь, ну, это микроны, там даже миллиметра нет, потому что если мы, сейчас тут уберу, потому что если же мы правило вот этой стороной поставим, то здесь вообще ничего видно не будет. Даже на просвет, вот на фонарь. Фонарь даже могу ближе подставить. Вот, с этой шпаклевкой где-то в районе часа постояла и уже все. Да, если острой стороной поставить, то, конечно, здесь какие-то микроны будут видны. Но так в целом, вот такая поверхность получается. Кстати, проявочный свет я не включал, потому что, ну, понятное дело, будет все страшно на проявку. Но у меня и нет такой цели и задачи. Здесь будет краска декоративная, она, в принципе, закрывает какие-то изъяны. Но я все равно буду делать хорошо, качественно, чтобы четкая поверхность получилась, как под покраску. На сегодня все. Если видео вам было полезным, как всегда, по традиции ставим палец вверх. Всем спасибо, всем пока, скоро увидимся.